Здравствуйте, на канале ТВН вы смотрите программу «Наша жизнь». В студии с вами Вадим Анцупов. И сегодня в гостях у нас Душант Савади, директор международных программ «Искусство жизни» или «Art of Living». Здравствуйте. Привет. Вы знаете уже русский язык практически. You know already Russian. Learning. Я учусь. Если немножко поговорить о вас, как вы попали в организацию «Art of Living», какой был ваш путь, чем вы занимались до этого? If to tell a little bit about you, how you came to Art of Living, what was your path, what you were doing before? When I was younger, about 17, 18, I got into some very bad company. Когда мне было 17-18 лет, я был моложе, и я попал в плохую компанию. And as a result of that, I became an alcoholic. И в результате этого я стал алкоголиком. I used to drink almost 1 liter of rum every single night. Каждый вечер я выпивал где-то литр рома. And for almost 5 years. И почти 5 лет. And I became a chain smoker as well. И я стала очень сильно употреблять наркотические вещества. Used to smoke almost 40 to 50 cigarettes a day. Я курил 40-50 сигарет в день. And naturally, you know, as I grew up, I was very angry, very violent. И когда я рос, я был очень злым, и очень такие насильственные, агрессивные тенденции у меня были. And my parents finally got fed up of me and they threw me out of the house. И в конце концов это достало моих родителей, они выкинули меня из дома. So I had to make my own life and I started doing jobs. And I was working for Xerox in India. И я был вынужден начать свою собственную самостоятельную жизнь и найти средства к существованию. Я работал на Xerox в Индии. And Xerox had made it mandatory for all our staff to take the course. И руководство компании Xerox в обязательном порядке обязало всех своих сотрудников пройти курс «Искусство жизни». And that's how I got introduced to Art of Living. И вот таким образом я встретился с искусством жизни. And that 5 days of the course actually changed my whole life. И на самом деле 5 дней вот этого курса изменили всю мою жизнь. The knowledge, знания, the practices, практики, the experience of our own consciousness. Опыт моего собственного сознания. It really opened my eyes to a very new world. Это на самом деле открыло мои глаза по направлению к совершенно новому миру. That I hadn't seen before. Который я не видел раньше. See, because all our life, our mind is engaged in looking outward. Потому что всю нашу жизнь ум смотрит наружу. And the more we look outward, we only take in more stress. А чем больше мы смотрим наружу, мы берем на себя все больше и больше стресса. But only when we start looking inward, realizing who we are. И только тогда, когда мы начинаем обращать внимание вовнутрь, осознавать, кто мы, кем мы являемся на самом деле, then we automatically tap into that source of joy and peace that we are. Тогда мы автоматически попадаем в тот источник покоя и радости, которым мы на самом деле являемся. Но у меня вопрос. Вот сейчас, глядя на вас, невозможно даже подумать, что вы выпивали 5 лет каждый день по литру рома. И еще курили так много. Looking at you now, it's impossible to believe that you were drinking that much every day and were smoking that heavy. That is true. Да, это правда. It did reform my entire life. Да, это действительно преобразило всю мою жизнь. Since this course had such a huge impact in my mindset, и поскольку этот курс оказал настолько огромное влияние на мое мировоззрение, на мой жизненный стиль, I decided to give up my job and dedicate the rest of my life to Art of Living and bring this change to thousands more who are deprived of this opportunity. Я решил отказаться от своей работы и посвятить все свое время искусству жизни и обучению других людей этим практикам, которые стремятся к этому знанию. Но если вы были такой плохой парень, вы были агрессивны, вы были недоверчивы, как же эти знания могли к вам проникнуть все-таки? Ведь вы пришли на семинар и могли бы сказать, это все ерунда.
But you were like such a bad guy and were having so much aggressive and violent, and apparently was not having too much trust. So how you trusted this knowledge? You can come to the course and say, come on, it's all nonsense. Trust comes from experience. Доверие приходит с опытом. I went with a lot of reservation. Я пошел, имея очень много предубеждений. In fact, truth is, I did not want to do the course. И на самом деле я вообще не хотела его I проходить. was just 21, 22 at that time. Мне было тогда 21-22 года. And somebody tells you to meditate, breathing И exercises. кто-то говорит тебе, медитируй, занимайся дыхательными практиками. It's not of an interest to any youth. Для молодежи вообще никакого интереса не представляет. But I had no choice because it was a company course. Но у меня не было вообще выбора, потому что это был курс, который проводился в компании в обязательном порядке. So although hesitatingly I went and sat on all the sessions, Несмотря на свои колебания, я вынужден был идти и просидеть все занятия. by the end of the course I really realized what it was and what it can do for the whole world also. К концу курса я действительно осознал, что это было и что это может привнести для всего мира. See, the eternal quest of mankind has been to find peace, Смотрите, вечный вопрос человечества в том, чтобы найти покой, to feel joyful, чтобы ощутить радость, and to be in this ability of to be in this space where we are able to love ourselves and love everybody around us. и пребывать в том пространстве, в котором мы в состоянии любить себя и любить других. But what prevents us to be in this state Но что нам не дает находиться в этом is our own пространстве? stresses. Это наши собственные стрессы. Now, if you look when we were all born, И если вы посмотрите на то, где мы родились, if you look at a 6-month-old child, если вы посмотрите на 6-месячного младенца, we are born with a sense of belongingness towards everyone. мы рождены с чувством принадлежности по We are- отношению ко всем. We are born with this amazing ability to smile through anything that happens. Мы рождены с этой удивительной способностью улыбаться всему, что бы ни происходило. And our personality was such that everybody would be attracted to us И наша личность была такой, что мы привлекали абсолютно всех as a к child. себе, когда мы были маленькими детьми. But as we grew up, Но по мере того, как мы росли, everything changed. все изменилось. People do not like us that much. Людям мы больше так уж сильно не нравимся. People are not able to connect with us that much. Люди не могут соединиться с нами настолько And сильно. we also lose that ability to be at ease within ourselves И мы также теряем вот эту способность испытывать легкость внутри себя. and make people comfortable around us also. И заставлять людей ощутить чувство комфорта в своем присутствии. And the cause of all this И причина всего этого is just the stress we have not been able to get rid of from our system. Это стресс, от которого мы не в состоянии были избавиться из своего организма. Душант, но вы ведь тоже были хорошим младенцем, и почему потом вы стали таким плохим парнем? Чего вам не хватало? But you were such a good infant and then became to such a bad guy. So why? What is the turn? Why you were lacking? A lot of things can be responsible. One is, like I mentioned at the start, it was bad company. Много может быть причиной, как я заметил в самом начале, может быть плохая компания. So if we usually tend to find friends at that age who would be very adventurous to do things which are prohibited. В таком возрасте вам хочется общаться с людьми, которые осмеливаются делать вещи, которые запрещены. And that's what happened with me. Parents were very busy working, И это произошло со мной. Родители были очень so they заняты, did not really have работали. that much of time to oversee my activities all day. У них не было так много времени, чтобы наблюдать за всей моей деятельностью в течение дня. And as youths, we are quite smart to hide what we want to hide. И, будучи молодыми людьми, мы достаточно умны, чтобы спрятать то, что мы хотим спрятать. Старые дружки, после того, как вы прошли этот курс, не хотели вас затащить снова в банду? These old friends, after you did the course, didn't they want to get you back to You their know- lifestyle? You know, it's funny you ask that question because after a few years when I went back home, Интересно, что вы задали этот вопрос. Спустя несколько лет, когда я вернулся домой, and I used to be very, very smiling all the time, joyful, and I used to wear white clothes, я все время улыбался, очень радостным был, носил белую одежду, which is kind of a uniform for spiritual people. которая является таким своеобразной униформой для духовных людей. And those friends who
who drag me to do wrong things, И те друзья, которые тянули меня, чтобы для совершения каких-то плохих поступков, they were actually talking to me with great respect as a spiritual teacher instead. они уже разговаривали со мной с большим уважением, как с духовным учителем. And in fact, lot of my friends did the Art of Living course under me, so I became their teacher as well. И очень большое количество моих друзей прошло у меня курс искусства жизни, что таким образом я стала их учителем. Как вам удалось так на них повлиять, что ли, я не знаю, как-то гипноз или что? Они могли сказать, что наоборот, Душант, что случилось? Ты сошел с ума? Ты был крутой парень, теперь кто ты? How did you manage to influence them such a way? Because they, on the opposite way, they could say like, come on, what did you do? Like, you were such a cool guy, now who you are, look at you. Yeah, I showed them another way of getting intoxicated, Я показала им другой путь интоксикации, which is much more healthier который является намного более than здоровым, alcohol and drugs and all those чем things. алкоголь, наркотики и все оставшиеся вещи. Что это за путь? What is this path? Breathing. Дыхание. Это круче, чем наркотики? It is cooler than drugs. Way more cooler. Look, end of the day, Намного круче. you take drugs, you take alcohol, thinking that it will give you joy. В конце дня вы принимаете алкоголь, принимаете наркотики, думая, что это принесет вам радость. And you like to be light, И вам нравится быть легким, испытывать легкость, and you have more freedom in your body to do what you want to do. и испытывать больше свободу в своем теле, и делать то, что вам нравится. In a sense that under the influence of alcohol, you will be much more comfortable to dance on the street. Ну, так, для примера говоря, под влиянием алкоголя вы будете более свободно себя ощущать, танцуя на улице. Now, why are you able to dance? Why are you able to be free under the influence of alcohol? Так почему под влиянием алкоголя вы чувствуете эту свободу и способны танцевать на улице? Because we lose our inhibition at that time. Потому что мы теряем свои комплексы в этот момент. But then it does not help long term because you do not really have a control, you do not have an awareness of what you're doing also. Но это не помогает на длительное протяжение времени, потому что у вас нет над этим контроля и нету осознанности. Now, through breathing, meditation, yoga, И с помощью дыхания, медитации, йоги, being spiritual будучи духовным, gives you the same ability это дает вам те же самые способности to dance when you want to dance, танцевать, когда вы хотите to sing танцевать, when you want to sing. петь, когда вы хотите You're петь. free inside Вы свободны изнутри. and there is no side effect. И нету никаких побочных эффектов. Дюшант, но вы понимаете, что у вас очень опасный путь. But you understand that you have very dangerous path. How is it dangerous? What do you think is dangerous about it? А что в нем такого опасного? Если люди все больше и больше будут узнавать, что для того, чтобы быть свободным, надо всего лишь дышать, то вы делаете конфронтацию с теми, кто делает наркотики и алкоголь. Они будут терять свои деньги. So if the people will realize more that to be free they need just to breathe, so you are making such бросаете a им вызов. confrontation just throw this to the people who are making the drugs and like weapons. I mean, so you're going to get problem. Here's the thing. As individuals, we have to make choices for our own life. Как самостоятельные личности мы должны принимать на себя решения и выборы в своей собственной жизни. Alcohol, drugs, Алкоголь, наркотики. enough violence have been created in this world because of this. Уже достаточно насилия было создано в жизни и в нашем обществе из-за And этого. responsible people like us, like the media, politicians, spiritual teachers, И ответственные люди, такие как средства массовой информации, политики, духовные лидеры, if we did not take this responsibility если бы они не брали на себя эту ответственность, to communicate that back to the society for what is healthy and what is not, чтобы доносить до общества, что полезно для здоровья, что нет, then really we will not leave the next generation a very good world to be in. тогда мы на самом деле не оставим последующему поколению хороший мир, в котором будет приятно жить. I would personally say, as long as life is there, Я бы лично сказала, что до той поры, пока жизнь существует, like Sri Ravi Shankar once he so beautifully have put, как Шри Рави Шанкар однажды очень красиво заметил, that a stress-free mind
Ум свободный от стресса, a disease-free body, тело свободное от заболеваний, an inhibition-free intellect, и интеллект свободный от комплексов, a trauma-free memory, память свободная от психических and a травм, sorrow-free soul и душа свободная от печали. is the birthright of every human being. Это право врожденное для каждого человека. And drugs, alcoholism, all these things will not bring this birthright to us. И ни алкоголь, ни наркотики не вернут вот этого врожденного права, которое нам предназначено, назад к нам. А чего не хватает, если говорить вот в общем нашему современному обществу в 21 веке? Generally speaking, what is this modern society is lacking? See, I think what the modern society is really lacking is spirituality. Я думаю, что не хватает современному обществу духовности. And see, spirituality to me does not mean that you become a saint and you leave everything. И духовность для меня не значит, что ты все бросаешь, живешь как святой. Монах. It does not mean that you entirely change your lifestyle. Это не значит, что ты полностью меняешь свой жизненный стиль. To me, being spiritual means Для меня быть духовным это означает, how much at ease are you with yourself насколько легко ты чувствуешь себя самим собой, and how much of ease can you bring others around you. и насколько много легкости ты приносишь людям вокруг тебя. That is being spiritual. Вот это быть духовным. So, what is lacking in this society is that we haven't taken any strict measures to fight stress, combat stress in our own lives. Так что не хватает сейчас обществу, мы не нашли способов, как избавиться, прекратить стресс в нашей собственной жизни. See, I have been teaching courses inside the prison in many countries in the world. Я в очень многих странах проводил курсы в тюрьме. And last 1 year I've done extensive work in the Jamaican prisons. И в течение последнего года я проводил очень интенсивную работу в тюрьмах Ямайки. And I have seen the face of crime. И я видел лица преступников. I have personally been responsible to rehabilitate around 900 inmates in the world's one of the most high security prisons also. Я лично ответственен за то, что за 900 заключенных, которые прошли курсы у меня в одной из самых охраняемых тюрем мира. Now, when they take the course and you ask them what happened, Когда они проходят курсы, ты спрашиваешь, What что did you do? произошло, что ты сделал. Они тебе задают and вопрос. all they say is, I have no idea. И они все говорят, я не знаю. There's one strong emotion, I could not control it. Когда произошло преступление, что произошло? I Что got angry and I произошло? did this. Они все говорят, что я не знаю, просто какая-то была очень сильная эмоция, я очень сильно разозлился и просто совершил это Now, преступление. it's very unfortunate К большому несчастью, that in our entire education system, во всей нашей системе образования we are never ever taught мы никогда не обучали, how to handle our negative emotions. как справляться со своими негативными эмоциями. And as a result of this lack of education of our own mind, how to combat and handle our own stresses and emotions, И в результате недостатка образования о нашем собственном уме, как справиться с собственным стрессом и эмоциями, we are not really able to produce a new generation of compassionate yet intelligent human beings. мы на самом деле не в состоянии произвести нового поколения сострадательных, но разумных людей. Потому что предыдущее поколение связано со своими родителями, которые тоже так жили, так чувствовали. Because this generation is connected to the previous generation of their parents. Считаете ли who вы, что thought это like можно this? порвать, этот круг? Do you think you can break this vicious circle? You know, whether we can break or not, we have to make a start. Можем ли мы разорвать его или нет, мы должны начать этим заниматься. Educating every child with human values, Обучать каждого ребенка общечеловеческим ценностям, giving every child a practical tool to handle their negative emotions, давать каждому ребенку практический инструмент, как справиться со своими should негативными be эмоциями. mandatory in every school. Это должно быть обязательным в каждой школе. And also, you know, in Art of Living, we have specialized courses like Know Your Child Workshop for parents as well. И в искусстве жизни у нас есть специальные курсы для родителей «Познай своего ребенка». So the
parents also really understand and learn how to handle children at home. Чтобы родители тоже могли понять, как им справиться со своим ребенком дома. So, I'm not saying it can change overnight, but we have to make a start and we need to bring this change now. Я не могу сказать, что мы это сделаем за одну ночь, за один день, да, но мы должны это начать и двигаться в этом направлении. Это тяжелое движение, это тяжелый процесс. Is it a heavy process, a heavy movement? Sorry? Is it a hard thing to do? Not at all. Совсем нет. See, meditation is one of the easiest thing you can do in life because there is nothing to do in it. Медитация вообще не сложна, это самая простая вещь в жизни, мы ничего не должны в ней See, if делать. you look at the state of our mind, Если вы посмотрите на состояние нашего ума, either the mind is always about the past, ум либо всегда застревает в прошлом, so you have regret, у вас есть сожаление, anger, гнев, resentment, разочарование, guilt, чувство вины, frustration, Потерянность. Да, потерянность, sadness, печаль. or the mind is always stuck in the future. Или ум всегда бежит и застревает в будущем. So if the mind is stuck in the future, you will see fear, И если ум застрял в будущем, тогда у вас будет страх, anxiety, тревога, worries. беспокойство. Now imagine if your whole day goes like И this, представьте, если ваш весь день вот таким образом протекает, just being angry and regretting what has happened, в гневе и сожалении о том, что произошло, and anxious and worried about what will happen. и страхах и беспокойствах о том, что произойдет. What happens to the mind? Так что происходит с умом? Он все Stress, время мечется. Стресс, depression, депрессия, all these negative emotions. все эти негативные эмоции. Simply because we are not able to relax the mind Только из-за того, что мы не в состоянии into the расслабить ум, action that is happening right now. в том действии, которое происходит прямо сейчас. And past is already dead. И прошлое уже мертвое. You cannot change whatever has happened. Вы не можете изменить то, что произошло уже. Future is completely unborn. А будущее совершенно неизвестно. Whatever is happening right now is life. То, что происходит именно сейчас, это и есть жизнь. So living life is living in the present. То проживать жизнь, жить жизнь, это значит жить в настоящем. But it sounds great as a concept. Но как концепция это, конечно, великолепно звучит. But it's very difficult to keep the mind here also. Но очень сложно удерживать ум вот здесь. And that is why the practice of yoga, meditation, breathing exercises, all these practical tools Именно поэтому практика медитации, йоги, дыхательных техник, все эти практические инструменты really help the mind to live in the present automatically. на самом деле Effortlessly. помогает уму жить в настоящем без усилий, автоматически. Помогает ли медитация, дыхание и йога гармонии в семье? Does meditation, yoga and breathing techniques help in the harmony in the family? 100%. На 100%. There is no question about it also. Даже вопросов в этом нету. See, if all the minds in the family are relaxed, Если все члены семьи расслаблены, there will be more acceptance, будет больше принятия, there will be more будет belongingness, больше чувства more принадлежности, care. будет больше заботы друг о друге. See, if you ask a small child or a child in school, how many friends do they have? Если вы зададите маленькому ребенку или ребенку в школе, сколько у него друзей, They will count on their fingers with 2 or 3 friends at the most they can name. они посчитают по пальцам. 2-3 человека они могут упомянуть. Now, I want to ask that in a classroom of 35-40 children, Если в классе 35-40 человек, if a детей, child cannot connect with all of that small group, если ребенок не может найти контакт со всеми в этой маленькой группе, the world is made of 7 billion people. а в мире сейчас 7 миллиардов человек, Estonia is 1.5 million. в Эстонии 1,5 миллиона, So how are they going to come out of their education and be able to embrace the whole society? так как они могут выйти со своим образованием и вот так объять все общество? So when every individual member of the society, whether it is a youth or an adult, И когда каждый член общества, будь то молодой человек или взрослый, first and foremost take responsibility of their own mind, прежде всего будет брать ответственность за свой собственный ум, learn the laws of the mind,
выучит законы, которым learn how to руководствуется, handle these negative emotions which create conflict and war everywhere. научится, как контролировать эти негативные эмоции, которые создают проблемы и вражду по всему миру. Only then we can have a peaceful society Только тогда мы можем построить спокойное, мирное and общество. peaceful families И мирные семьи. and peaceful ourselves. И спокойствие внутри себя. Ну что же, вот эта замечательная мысль, что все начинается с самого себя, и только потом уже надо нести и привносить что-то во внешнее окружение. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Душант Савади, директор международных программ организации «Искусство Жизни» или «Art of Living». Вы смотрели программу «Наша жизнь» на канале ТВН. С вами был Вадим Анцупов. До новых встреч! Thank you.